амигос, друзья, всем привет! Я к вам выхожу в пижаме из дома, потому что к нам в Уругвай пришла зима. У нас начался сезон мандаринов, поэтому чуть ли не Новый год, но не Новый год. И, соответственно, из-за того, что нет отопления, да, у нас мы обогреваемся кондиционерами, но это не помогает, поэтому приходится применять какие-то дополнительные меры по сохранению тепла. Сегодня у нас видео о плюсах и минусах в Уругвае. Хотелось бы затронуть эту тему, потому что как раз-таки спустя практически год жизни здесь, да, можно реально обозначить какие-то моменты, которые ты уже видишь не глазами туриста, а как раз-таки человек, который живет здесь жизнь. Давайте начнем сначала с плюсов, а потом мы уже перейдем к плохому. И один из критериев, да, из плюсов, которые я выделяю лично для нас, это стабильность и предсказуемость. Просто, в принципе, континент, да, Латама, многие страны подвержены непредсказуемости. Если мы возьмем даже нашего соседа, Аргентину, к сожалению, в стране ты не можешь что-то прогнозировать на 5-10 лет вперед. А Уругвай дает эту возможность. В принципе, Уругвай считается одной из самых стабильных демократических стран мира. И он, в принципе, входит в ежегодную статистику, да, наименее коррумпированных стран Латинской Америки. Соответственно, это меньше стресса для тебя, это самоощущение какой-то свободы в самой стране. Но я считаю, что в принципе для построения жизни это весомый критерий. Второй пункт, не менее важный, а сейчас как раз-таки на повестке дня наиболее популяризированный, да, это то, что здесь одна из самых простых легализаций в мире. На моем канале есть уже ролик о легализации. Я оставлю где-то здесь на него ссылку. Сможете перейти посмотреть. Но это действительно проще некуда. Это действительно страна дает тебе возможность легализоваться без каких-либо оснований, можно так сказать. Да, основополагающее, вы просто должны подтвердить свой доход. Все. Где вы такое видали? И сразу скажу, да, кто не смотрел мои предыдущие ролики, я получила ПМЖ, не ВНЖ, через 2 месяца после приезда. Но это ли не чудо? Я считаю, что это чудо в нашем современном мире. Третий плюс данной страны я выделяю, что это очень комфортная страна для семейной спокойной жизни. И если вы стремитесь именно к спокойной жизни, то это замечательная страна, чтобы ловить этот вайб. Здесь нет постоянного ощущения какой-то спешки. Отсюда я считаю, что для воспитания детей это тоже плюс. Да, у ребенка нет какой-то травмы, что ли. То есть дети проводят свое спокойное детство, как оно и должно быть. Дальнейший плюс я бы выделила медицину. Но она действительно здесь на хорошем уровне. И мы уже сталкивались за этот год с реальными проблемами. Да, то есть у моего мужа была операция, это не то что простуда, такое серьезное, знаете, вмешательство. И поэтому, конечно, мы уже успели познакомиться более ближе с медициной. И я могу сказать, что да, она действительно на достойном уровне в рамках данной страны. И даже не данной страны, наверное, я бы сказала, что на фоне и остальных стран медицина здесь действительно на хорошем уровне. Нужно также отметить, да, что в принципе на здравоохранение здесь тратятся немалые суммы, а обеспеченность населения врачами одно из самых высоких в мире. То есть где-то практически 5 врачей на 1000 человек. Вот по статистике как-то так.
Конечно, это не Швейцария, да, не нужно об этом забывать, но для обычной жизни качество медицины действительно на достойном уровне. Более того, даже если вы здесь находитесь как турист, вас в любом случае спасут, вам помогут на бесплатной основе, без какой-либо медицинской страховки. Я считаю, что это супер класс. Еще, конечно, немаловажный пункт, да, это безопасность институтов. И данную категорию ты можешь проверить, убедиться в ней только спустя какое-то количество времени жизни здесь. Конечно, как турист или через пару месяцев ты не можешь это ощутить, это измерить, это оценить, но действительно права здесь ценятся, уважаются. Свободы и права человека здесь, конечно, стараются соблюдать. Суды работают, документы оформляются, права собственности защищены. Если мы посмотрим, да, с экономической точки зрения, Уругвай тоже в этом деле супер-пупер преуспел среди всего Латама и даже не Латама. В данном контексте это тоже замечательная страна. Далее, один из пунктов я бы хотела выделить экологию, климат и качество жизни. Уругвай – страна без высоток. Здесь не будет какого-то шума 24/7, каких-то бесконечных пробок, я не знаю, каких-то супер движений. Поэтому в этом плане, если вы такой спокойный человек и ищете именно спокойную, размеренную жизнь, это идеальная страна. Климат мне также здесь приятен, здесь присутствует смена сезонов, да, вот сейчас к нам пришла зима, как видите, я в теплой пижаме сижу перед вами. Больше скажу, большая часть электроэнергии производится из возобновляемых источников, да, там, по-моему, 98%. Класс. Интернетом здесь пользуются 90% населения. Класс. То есть, если вам важен спокойный ритм, чистый воздух, неспешные прогулки, Уругвай действительно замечательное место для этого. Также, наверное, в качестве жизни хотелось бы отметить, что здесь действительно вкусные продукты. Я иногда сталкивалась с теми комментариями, что здесь может быть где-то невкусно. Вот честно скажу, без прикрас, мы еще ни разу не попали в заведение, где было невкусно. Мы, опять же, либо готовим сами дома, но практически на ежедневной основе мы ходим в кафе или в ресторан. То есть мы достаточно много мест уже здесь попробовали, обошли, но везде, где мы были, было вкусно. Я скажу так. И, наверное, ты больше сталкиваешься с какими-то моментами в плане сервиса, но в плане вкуса ни разу у нас не было никаких претензий. В принципе, сами продукты, у них вкус другой, у них какой-то настоящий вкус. И, не знаю, овощи, фрукты, они сочные, спелые, у них такой яркий вкус. Даже в Макдональдс ты заходишь, я до этого, в общем, никогда не пробовала настолько вкусных бургеров. Да, мне кажется, что здесь очень вкусно. В общем, люди, живущие в Уругвае, кто здесь живет, пишите, пожалуйста, в комментариях, вкусно вам здесь или нет. Такая дилемма. И так, наверное, стоит отметить еще один пункт, да, что если у вас удаленный доход, удаленный заработок или онлайн-работа, то это, опять же, прекрасная страна для удаленщиков. Если вы в этой теме, то узнавайте больше за Уругвай, потому что для таких людей здесь замечательно. Но, опять же, да, это идет вразрез с дороговизной, с то, что на месте практически нереально найти работу. Об этом мы поговорим в минусах, так закидываю вам сразу. Поэтому, если вы перекрываете эти недостатки онлайн-доходом, онлайн-заработком, то здесь комфортно. И, наверное, что бы я еще отнесла к плюсам, это, в принципе, менталитет и общество. Да, мне очень импонируют уругвайцы. Мне очень приятно находиться в их обществе. Мне очень приятно вести с ними беседы. Очень приятно, как они доброжелательны и учтивы. Для меня это безусловный, огромный плюс, потому что
я хочу жить в этом обществе, я хочу привносить что-то в это общество, также отвечая им взаимностью, потому что, мне это близко. Мне близки такие теплые, радостные моменты. И, в принципе, мне важно, да, в каком обществе я живу, моя семья, там, если планировать детей, конечно, это тоже важно, в каком обществе будет расти ребенок. И здесь я считаю, что это замечательные люди. Вот ничего плохого я не могу сказать об этих людях. У нас ни разу не возникало никаких конфликтных ситуаций, негативных ситуаций, ни разу. Если кто-то с чем-то здесь столкнулся со стороны уругвайцев, это скорее вопрос к вам, а не к ним. Вот я могу это как Ванга предсказать. Из плюсов, наверное, основное это все. Если вам пришло что-то еще на ум, вы можете написать в комментариях, да, какие плюсы вы для себя отмечаете. А сейчас я хочу перейти к минусам. Наверное, мы начнем с самого главного, популярного минуса. То, что это действительно очень дорогая страна. Опять же, все относительно, да, в плане наших зарплат, наших возможностей. Но это реально дорогая страна. Здесь дорого все. Одежда, рестораны, недвижимость, техника. Все здесь на порядок может быть дороже. Может быть в несколько раз дороже. Да. Как мы берем iPhone, да, он здесь дороже в 2 раза. И причем зарплаты у них далеко не европейские, да. И это и парадокс. Страна очень дорогая, но и зарплаты при этом небольшие. Это нужно тоже учитывать. И плюсом, в принципе, сам рынок, да, он закрыт. Какие-то посылки извне, у вас там есть определенная сумма в год, которая идет беспошлино. Далее вы в любом случае будете платить пошлину, там чуть ли не 80% от суммы. Да, такое есть, нас это устраивает. Поэтому тут опять же нужно смотреть по себе. И в принципе, да, момент, когда вы выбираете страну для жизни, нужно ориентироваться не на плюсы, ни на что другое. Вы в первоначальной своей стадии вы ориентируетесь на минусы. И если вам с этими минусами окей, то тогда уже можно ехать, пробовать тут жить и так далее. Но если не окей, поверьте, эти минусы в любом случае рано или поздно вас достигнут, и вы все равно приедете, туда, где вам будет комфортнее. Это логично. Я думаю, ладно, что я объясняю, это логично. Из этой дороговизны, да, мы сразу можем перечесть в следующий минус. Это что, в принципе, ограниченный рынок труда. Я, наверное, всем говорю, без работы, без онлайн-дохода, какого-то доп. Заработка, лучше сюда не ехать, честно. Либо без какой-то квалификации, да, такой достойной, со знанием испанского, это еще окей. Но без того лучше реально сюда не ехать. Во-первых, никаких карьерных достижений, возможностей Уругвай вам не даст. Рынок, в принципе, маленький, да, он ограничен. И из-за этого мало всего, мало крупных компаний, мало вакансий, меньше карьерных возможностей. И, собственно, вы должны понимать, что не только тут вы мигранты, но еще есть латиноамериканские другие мигранты, кубинцы, венесуэльцы и так далее, которые тоже занимают большую часть рынка. И, в принципе, да, уругвайцы, они семейные и традиционные. И если встанет выбор между вами и его братом-сватом, он возьмет на работу своего брата-свата, а не вас. Такова реальность, поэтому с работой здесь тяжело. Что для уругвайцев этот вопрос тоже остро стоит. И многие профессии здесь оплачиваются намного ниже, чем вообще стоимость жизни. Далее я бы, наверное, отметила следующий минус. Это то, что
стареющее население. Это безусловный плюс для спокойной жизни, но, к сожалению, для динамики это минус. Рождаемость в стране, в принципе, очень низкая, где-то 1,5 ребенка на женщину. Из-за этого, конечно же, население стареет, рынок становится менее динамичным, а инновации внедряются медленнее. Ну и, конечно, в повседневной жизни, да, ты тоже это для себя отмечаешь. Из-за этого, кстати, может вытекать следующий минус. Это то, что некоторым здесь очень скучно. Но это действительно может быть так, потому что вот кто привык к каким-то движухам, мегаполису, но это точно не для вас страна. И причем только через пару лет, наверное, ты начинаешь отмечать для себя, что здесь тебе скучно, и появляется желание куда-то двигаться дальше. А все потому, что за эти года ты там уже все посмотрел, все рестораны, все улочки знаешь, и все знакомые знакомы друг с другом. Да? То есть маленькая страна, маленькое население, маленькая комьюнити, все ограничено. Ну и вот оно снежным комом все приводит к тому. Для кого-то это уют, спокойствие, а для кого-то это ограниченность. Поэтому, опять же, в этом пункте я думаю, что для многих эта страна отпадает. Еще бы к минусам, наверное, я бы отнесла медленный сервис. Опять же, для кого-то это острая необходимость, да, в каких-то быстрых доставках, посылках, в ресторане быстро прийти, за 5 минут заказать и уйти, а медленный сервис здесь встречается, да, у них все маньяна и так далее. Не знаю, сантехника ты можешь ждать 2 недели. Ну, это южная страна, поэтому такой ритм жизни тоже подойдет не каждому. Еще один минус – это то, что на улицах могут быть бомжи, либо мусор. Да, это есть. В каких-то районах это уже too much, а в каких-то районах за этим стараются следить, убирать. Но это в любом случае присутствует в твоей жизни на постоянной основе. Я в своем телеграм-канале об этом открыто всегда говорю, выставляю какие-то видео, фото. Вот у нас, например, под окнами есть мусорные баки, да? А напротив этих мусорных баков стоят пентхаусы, которые стоят практически $1 миллион. Ладно, не $1 миллион, возьмем $700 000. Тоже, согласитесь, весомо. И каждую ночь приходит туда какой-то бомж. Каждую ночь он перерывает вот эту мусорку, гремит вот этим мусором каждую ночь. И я вот как представлю вот эти бедные люди, которые заплатили большие деньги за свой дом, за свой уют. И каждую ночь ты выходишь, у тебя вот эта мусорка развалена, все воняет, все раскидано. Конечно, не очень situation. Поэтому такой момент, да, присутствует для кого-то, допустим, но это сразу нет. Вот. Просто говорю, чтобы знали открыто. Еще из минусов, не знаю, даже минус плюс, как есть факт того, что ты просто удален от Европы, да, от другого континента, и если нужно летать, я не знаю, по работе, по семейным обстоятельствам или даже в путешествие, тут, конечно, часто не наездишься. Во-первых, далекие расстояния, во-вторых, сумма на билеты всегда выходит весомая. Играет роль, тут по-другому никак, извините. И последний пункт. Я, наверное, отнесу его тоже к минусам, что паспорт идет с ошибкой. То есть в паспорте есть графа «национальность». Если вы посмотрите мое видео про легализацию, мы там затрагиваем об этом момент. Опять же, этот момент есть. Этот момент в будущем должны исправить. Опять же, мы возвращаемся к тому, что здесь все медленно и непонятно, через сколько его исправить, через 5 лет, через 10.
как это будет выглядеть. Тут никто не может предсказать. И такой момент существует. Для кого-то это минус. Мы приехали сюда не за паспортом, мы приехали сюда жить, поэтому нам все равно. Ну и, наверное, хотелось бы просто подытожить. Уругвай идеально подойдет для людей, любящих спокойствие, семейным людям, тем, кто работает онлайн или имеет доход из-за рубежа. Но и Уругвай может разочаровать, если вы мечтаете построить какую-то карьеру в своей жизни. Любителям мегаполисов и постоянного движения здесь тоже делать нечего. Людям, которым важен высокий уровень потребления, здесь тоже делать нечего. Если говорить именно про меня и про мою жизнь здесь, для меня здесь минусов нет. Я говорю открыто, да, то есть со всеми минусами я согласна, со всеми минусами я Уругвай принимаю, и все минусы для меня не имеют большого значения. Но мы-то все разные, нам каждому нужно что-то свое, а у нас у каждого свои критерии, поэтому, конечно, очень важно оценивать страну по минусам. И исходя из этого уже строить какие-то дальнейшие планы. Ну и, наверное, напоследок хочется сказать, наверное, не зря 80% приезжающих сюда людей уезжают, не дождавшись никаких документов, в плане паспорта. Поэтому, наверное, это о чем-то говорит. Это далеко страна не для всех. И к этому нужно быть готовым. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я старалась, наверное, собрать все критерии, да, которые я хотела обозначить. Если вы выделяете еще дополнительно какие-то критерии по плюсам или минусам, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мне тоже интересно об этом почитать. Что вообще люди для себя здесь выделяют. Опять же, повторюсь, мы все разные, и мы можем отмечать, замечать какие-то разные моменты. Например, мне может даже в голову что-то не прийти, сказать хорошее или плохое. Вы это для себя отметили, и тем самым мы можем поделиться своим вот таким опытом. Ну а если вы, в принципе, задумались о приезде в Уругвай, вы можете всегда со мной связаться. Я контакты оставлю внизу в описании. Вы можете мне написать, и я все вам расскажу и подскажу. Ну что, до новых встреч. Чао-чао.